Если вы ищете для своего сада особо красивые, зимостойкие и неприхотливые цветы, которые смогут расти даже в притененных местах, обратите внимание на эти восхитительные многолетники. Сегодняшнее видео будет интересным всем ценителям редкой красоты и цветоводам в неутомимом поиске прекрасных сортов. Речь пойдет про настоящие шедевры цветочной селекции, а именно про гибридные примулы. Среди этого многолетника существует множество прекрасных видов и сортов, но особой, даже редкой красотой и вершиной селекции считаются примулы махровые. Такие шикарные, пышные цветы с буйством окрасок среди первоцветов надо еще поискать. Более того, в последние годы среди махровых примул появились невероятно красивые новинки. Вид этих цветов напоминает миниатюрные розочки, хотя некоторые сорта миниатюрными не назовешь, так как диаметр их цветов достигает 7 см. К сожалению, всю красоту и насыщенность окрасок через видео передать сложно. Эти уникальные цветы надо видеть вживую. Если вы еще не знакомы с этими растениями, предлагаю вам обратить внимание на новую коллекцию махровых неприхотливых примул из серии Беларина. Красота их густо-махровых ярких цветов просто поражает. Тем более, что в отличие от других махровых примул, эти растения достаточно морозостойкие и выдерживают морозы до минус 27-35 градусов. Вообще примулы уже давно считаются одними из самых распространенных растений в наших садах, чего нельзя сказать про новые и редкие сорта, которые можно увидеть только у коллекционеров и на некоторых коммерческих сайтах. Хотя в последние годы махровые примулы стали все чаще появляться в продаже. Сейчас их уже не проблема найти в крупных садовых супермаркетах и интернет-магазинах. Для цветоводов северных регионов с суровыми зимами есть отличный вариант махровых примул для комнатного выращивания. Но при покупке таких горшечных растений очень важно не перепутать их с двухлетними примулами, которые долго не живут. В основном их продают на подарок. Для продления подобной красоты кустики необходимо омолаживать и часто пересаживать в более питательный грунт. Друзья, большая просьба к вам, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания и названиями интересных сортов примул. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы никогда не пропускать выпуск новых видео. Следует отметить, что многолетние примулы серии Беларина произвели на цветоводов настоящий фурор. Эти растения просто находка и праздник для всех любителей цветов. Эти вечно зеленые примулы еще называют пестибельными. У них короткие цветоносы, а цветы располагаются вплотную над розетками из насыщенно зеленых гофрированных листьев. Растения образуют плотные объемные кустики высотой от 10 до 25 см, густо усеянные махровыми цветами-розочками. С виду они напоминают букеты невест. Такие культуры невероятно украшают территорию сада, особенно учитывая их терпимость к тенистым местам, где мало что может так ярко и обильно цвести. Очень часто можно обнаружить их вечно зеленую листву даже под снегом. Махровые цветки серии Беларина имеют самые разнообразные окраски. Только представьте, какую красоту можно создать у себя в саду, подобрав разные по цвету сорта. В этих цветах удивительным образом собраны все самые наилучшие качества, которые так ценятся садоводами. Неприхотливость в уходе, теневыносливость и морозостойкость. Но самое главное – это их красота, которая может радовать месяцами. А чего стоит их божественный аромат? Эти восхитительные первоцветы обладают очень изысканным нежным запахом цветущей весны. Я забыла назвать создателей этих чудесных растений. Примулы серии Беларина были выведены в Кембридже селекционерами Дэвидом и Присциллой Керли. В настоящее время насчитывается более 50 сортов этой серии. Эти растения отличаются не только яркой расцветкой, нежным ароматом и махровостью. Их цветы достигают диаметра 5-7 см. Как для низкорослых культур, это очень крупный размер цветов. Цветение этих примул невероятно пышное и непрерывное, которое может длиться до 3 месяцев, начиная уже с марта, в зависимости от региона произрастания. Причем при должном уходе и подкормках со второй половины лета кустики зацветают повторно с сентября по октябрь. Надо отметить, что все примулы серии Беларина очень приятно пахнут и долго цветут. Эти неприхотливые многолетники предпочитают расти в легкой полутени и в рыхлом питательном грунте. Примулы не любят застой влаги в корнях, поэтому земля должна хорошо пропускать влагу.
а на дно посадочных ямок лучше уложить слой дренажа. На постоянном солнце примулы будут чувствовать себя некомфортно. К тому же их сочная листва начнет подгорать и желтеть, что испортит внешний вид растений. На ярком солнце эти растения намного раньше отцветают. У большинства сортов серии Беларина цветение начинается уже как сходит снег и начинает пригревать солнце, то есть уже с середины марта. Уход за махровыми сортами такой же, как и за обычными примулами. Умеренный полив, подкормки ранней весной органикой и во второй половине лета минеральными составами. Осенью под кустики можно разбросать гранулированное комплексное удобрение. Считается, что у сытых кустиков цветы намного ярче. В регионах с суровыми и бесснежными зимами розетки с осени лучше укрыть лапником или опавшей листвой. Весной, как пригреет солнце, укрытие надо снять. Если у вас наоборот снега зимой очень много, то ранней весной его лучше расчистить и освободить от сугробов листья, раскрывая их солнечному теплу. Учтите, что хоть этот многолетник и не любит частое переувлажнение, но в южных садах и в засушливый период растения придется вовремя поливать. Переувлажнение также недопустимо, как и пересушивание корневого кома. Примулы рекомендуется раз в 3-4 года омолаживать, рассаживая их разросшиеся розетки. Имейте в виду, что старые растения намного хуже цветут. Размножить махровые сорта и гибриды проще всего делением куста. Кстати, примулы Беларина достаточно быстро наращивают боковые отводки. Выкопку и деление проводят, когда растения не цветут. По поводу размножения семенами именно этой сортосерии мне сложно что-либо сказать. Знаю, что собрать собственные семена с махровых примул почти нереально, хотя семена многих махровых гибридов продают в магазинах. Учитывайте, что примулы перед посевом требуют стратификации, и их всходы могут долго не появляться. Семенной метод размножения интересный, но хлопотный. К тому же вам обязательно потребуется дополнительное яркое освещение, чтобы ростки не вытягивались. С помощью махровых примул можно украсить разные уголки сада и даже участки под кронами деревьев и кустарников. Особо красиво выглядят кустики, высаженные по несколько штук и с контрастной окраской, например, сине-фиолетовой и желто-оранжевой гаммы. Кстати, примулы сортосерии Беларина хороши еще и тем, что они довольно быстро разрастаются, наращивая объем своих пышных розеток. Обычно высота кустиков составляет от 15 см, а ширина около 20-30 см. Среди большого количества сортов можно назвать очень много интересных растений. Есть очень ароматные, с нежными розовыми и белокремовыми оттенками, напоминающие букеты невесты. Это примулы Pink Ice с насыщенным запахом ландышей, Cream и Pink Champagne. Есть и те, что меняют окраску своих лепестков, как сорт Нектарин. Невероятно красивые сорта с гофрированными бело-сиреневыми лепестками, Lovely Lilac и Purple Dawn, а также насыщенно синие, Blue Sapphire, Cobalt Blue и другие. Где бы вы ни посадили эти растения, они всегда будут в центре внимания, а их приятный аромат наполнит ваш сад свежим запахом весны. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.